Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать такой волшебный фонарик своими руками из обычного картона. Итак, приступим. Из картона вырезаю прямоугольник высотой 19 см и шириной 12 см. Это будет стенка фонарика. Вырезаю внутреннюю часть, чтобы осталась кромка шириной 1,3 см. Делаю таких всего 4 прямоугольника. Затем отмеряю на картоне полосочки шириной 1,3 см и высотой 17,8 см. Я сделала 16 полосок, но пригодилось на самом деле меньше, около 10 штук. Теперь приклеиваю эти полоски клеем ПВА по краям стенок фонарика, отступая от края 5 мм. Стыки рамочек друг на друга не наводим, а обрезаем край. Это придаст прочность и рельефность стенкам фонарика. Так, мне кажется, будет красивее и интереснее. Теперь нам пригодятся палочки для суши. Наверное, они есть у многих в доме. Если нет, то можно обойтись и без них, используя ровные веточки деревьев. Обрезаем их по высоте стенок фонарика и приклеиваем термоклеем стыки. Таким образом собираем наш фонарик. Теперь отмеряем квадрат со сторонами 13 см. Вырезаем таких 2 квадрата. Склеиваем их друг с другом клеем ПВА. Это будет дно фонарика. Приклеиваем его к каркасу. Вырезаю 4 полоски длиной 13 см и шириной 1,5 см. По шаблону обвожу и вырезаю каждую. Приклеиваю их на стороны донышка фонарика. Вот такая ажурная подставка будет у него. Теперь приступаем к крышке фонарика. Вырезаю 5 квадратов со сторонами 13,5 см. Склеиваю их между собой. Вырезаю 2 квадрата со сторонами 15 см и склеиваю их. Склеиваем 2 получившихся квадрата. На верхнюю часть крышки приклеиваю еще 1 квадрат шириной 12,8 см. Края приходится иногда выравнивать ножницами. Теперь вырезаем 4 полоски 8 на 2 см. Отмечаю середину полоски, где будет круглое отверстие. Ломала голову, как сделать их в картоне. Муж сверлить отказался, поэтому сделала отверстие с помощью ножниц. Но не вырезая, а прокручивая их. Так как внутреннее пространство потом заклеится, решила сразу покрасить белый цвет полоски с одной стороны. Пока полоски сохнут, вырезала и приклеила ажурные подставочки на ножки на 5 мм ниже предыдущих. Опять же для прочности и декоративности. Собираю и приклеиваю верхнюю часть крышки. Вырезаю 2 квадрата по 8 см.
склеивая их друг с другом и с верхней частью крышки. Затем таким же образом делаю еще один кубик со сторонами 6 сантиметров. Приклеиваю его. Из куска толстой проволоки решила сделать ручку. Обматываю ее джутовой веревкой и сгибаю в виде полукруга. И крышечку пришлось оторвать, потому что вставляю туда еще ручку для фонарика, склеиваю концы проволоки друг с другом для надежности. Вот теперь уже приклеиваю верхнюю крышечку на фонарик. Фонарик почти готов. Не хватает только декоративных элементов. Поэтому делаю ромбики из палочек для суши в простенках фонаря. Ну и самая трудоемкая и долгая по времени работа – это обклеивание всего фонаря салфетками и клеем ПВА. Можно заделать торцы картона шпатлевкой, но мне легче это сделать салфетками. Причем делать это надо и внутри фонарика. Когда все высохло, крашу фонарик акриловой краской коричневого цвета. Торцы, грани и выступающие части фонарика промазываю свечкой. Покрываю весь фонарик белой краской. С помощью трафарета и шпатлевки делаю узор на верхней боковой части крышки. После высыхания прохожусь мелкой наждачной бумагой по местам, где мазала свечкой, для придания фонарику состаренного винтажного вида. Мне захотелось именно так раскрасить фонарик, хотя муж меня переубеждал и предлагал сделать фонарик цветным. Именно белый винтажный фонарик подходит для моего интерьера. На нижней части крышки приклеиваю еще один квадрат 11,5 см, чтобы крышка не скользила и вставлялась ровно. Обклеиваю его салфетками и крашу. Чтобы крышка фонарика откидывалась, я делаю петли из ткани. Можно, конечно, использовать и покупные, но у меня их не оказалось. Приклеиваю лоскутки к крышке и к стенкам фонарика изнутри. Ну и теперь, чтобы крышка не открывалась при переноске фонарика, делаю замочек.
Вот такой фонарик у меня получился. Мне кажется, очень круто. А вам как? А чтобы почувствовать новогоднее настроение, я украсила фонарик еловыми веточками и ягодками. Если вам понравилось, не забудьте сообщить мне об этом. Это очень важно для меня. Ставьте пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Большое спасибо за внимание. Всем пока-пока и до новых встреч!